Когда жители отдаленной деревни недалеко от Арктики замечают странный айсберг, дрейфующий в местных водах, их первая реакция – привычное любопытство. Но стоит им разглядеть, что именно находится на его поверхности, как любопытство сменяется шоком. Каждую весну в маленькую рыбацкую деревушку Фейриленд приплывают огромные ледяные глыбы из Арктики. Вид этих плавучих гигантов всегда был источником удивления и даже своеобразной гордости для местных жителей. Трудно отвести взгляд, когда мимо твоих окон величественно проплывают сверкающие горы льда. Поэтому, когда один из самых больших айсбергов сезона начал свой спуск из полярных широт и двинулся вдоль берега, жизнь в деревне замерла. Местные жители и немногочисленные туристы прекратили свои повседневные дела, чтобы выйти на набережную и полюбоваться этим зрелищем. Лед был ослепительно белым. Какое-то время люди смотрели на него сквозь пальцы, щурясь от нестерпимо яркого света, который он отражал под лучами холодного полярного солнца. Тишину нарушил испуганный вскрик. Поначалу местные жители не могли понять причину ее волнения. Нередко чайки или тупики использовали ледяные глыбы как временное пристанище, а иногда на вершинах застревали мелкие предметы, вроде унесенных штормом рыболовных снастей. Но когда Мэри передала бинокль стоящим рядом, по толпе прокатилась волна потрясения. Люди ахали, их лица бледнели. Мэр Эдриан Кавано прожил в Фейриленде всю свою жизнь. Это был высокий, приветливый мужчина 50 с небольшим лет, находившийся в авангарде усилий общины по развитию туризма. Адриан был известен своей преданностью деревне и уникальной способностью сплачивать людей в трудную минуту. Заметив смятение среди односельчан, он немедленно помчался на берег, чтобы выяснить, что происходит. Когда подошла его очередь смотреть в бинокль, даже он, человек бывалый, не смог сдержать сдавленного крика. Существа на вершине айсберга не были ни птицами, ни забытым мусором. На самом деле на тающей льдине дрейфовала семья белых медведей. Как только новость подтвердилась, Адриан быстро взял инициативу в свои руки. Он стоял на краю толпы, оценивая ситуацию острым взглядом лидера. Жители деревни тут же обратились к нему за советом. Они безоговорочно доверяли его руководству. Под началом Адриана началось обсуждение планов спасения. В этот момент жители Фейриленда продемонстрировали ту самую солидарность, которая всегда отличала их общину. Мэр быстро организовал более тщательный осмотр айсберга. Люди принесли из домов свои бинокли, а несколько наиболее отважных рыбаков уже готовили лодки. Рыбак по имени Том стал первым добровольцем. Его лодка, крепкое судно под названием Seafarer, мореплаватель, была идеально оборудована для навигации в ледяных водах. К нему присоединилась молодой биолог по имени Шторм и пара молодых рыбаков, готовых помочь. Группа медленно тронулась в путь, рассекая ледяную воду по направлению к возвышающейся глыбе. Приблизившись, они подняли бинокли. Айсберг нависал над ними грозной стеной, его зубчатые вершины блестели в лучах раннего солнца. Вода вокруг была пугающе спокойной, слышался лишь плеск волн на корпус лодки и отдаленные крики морских птиц. «Вот они», — прошептала Шторм, указывая на выступ на полпути к вершине. Самка белого медведя была узнаваема безошибочно. Ее мощная фигура словно щитом закрывала двух маленьких медвежат. Детеныши прижимались к матери, глядя по сторонам широко раскрытыми глазами. Было ясно, что животные инстинктивно понимают безнадежность своего положения. Если бы медведица была одна, она, возможно, смогла бы доплыть до берега, но с малышами у нее не было шансов. Том выровнял лодку, и команда с болью в сердце наблюдала за этой сценой. Белые медведи оказались в ловушке. Жители деревни понимали, зверям грозит смертельная опасность, если айсберг продолжит дрейфовать в открытое море и таять. На берегу люди с нетерпением ждали новостей. Когда лодка вернулась, Том и Шторм подтвердили худшие опасения. «Это самка с двумя медвежатами», — сообщила Шторм. «Они застряли. Нам нужно найти способ помочь им и быстро». Белые медведи были редким явлением в этих водах, и наличие детенышей делало ситуацию критической. Оставить их на произвол судьбы было невозможно.
Мэр Кавано созвал экстренное совещание прямо на причале. Цель была ясна – спасти животных до того, как айсберг разрушится окончательно. Том предложил смелую идею. Мы могли бы использовать наши лодки, чтобы создать плавучий барьер и направить айсберг ближе к берегу. Как только он окажется на мелководье, мы сможем выманить медведей на сушу. Мэр Кавано задумчиво кивнул. Идея была рискованной, но это был лучший вариант из всех возможных. Местные рыбаки, всю жизнь бороздившие эти воды, первыми откликнулись на призыв. «Мы знаем эти течения лучше, чем кто-либо», — сказал Том. «Мы сделаем это». Шторм взяла на себя координацию. «Нам нужно работать слаженно. Наша цель — отвести медведей в безопасное место, не причиняя им лишнего стресса». Волонтеры со всей деревни предлагали помощь. Кто-то нес сети и веревки, другие готовили продовольствие и медикаменты. Местный хозяйственный магазин пожертвовал материалы для постройки временного вольера. Все объединились ради одной цели. План предусматривал использование рыбацких лодок для создания полукруга вокруг айсберга. Это помогло бы мягко подталкивать льдину к берегу. Шторм объяснила, что нужно быть терпеливыми. Как только медведи подойдут достаточно близко, мы с помощью сетей проложим дорожку к временному вольеру. У нас есть транквилизаторы на крайний случай, но мы воспользуемся ими только если не будет другого выхода. Операция началась. Это была тщательно скоординированная работа. Лодки заняли свои места, окружив айсберг. Медленно, осторожно, стараясь не пугать зверей ревом моторов, они начали подталкивать ледяную гору. Медведи почувствовали движение и забеспокоились. Самка начала метаться, но люди сохраняли хладнокровие. Тем временем на берегу шторм и волонтеры подготовили коридор из сетей, ведущий в вольер. По мере приближения айсберга к земле напряжение росло. Медведица не сводила глаз с приближающейся суши, медвежата сжались к ее ногам. Жители деревни наблюдали за происходящим, затаив дыхание. Когда айсберг коснулся дна на мелководье, рыбаки подали сигнал. Шторм и команда выдвинулись на позиции. Медведица колебалась, чувствуя запах людей, но инстинкт самосохранения перевесил страх. Она медленно ступила на импровизированный мост из сетей и веревок. Медвежата последовали за ней. Шаг за шагом семья продвигалась вперед, пока, наконец, не оказалась внутри вольера. По толпе пронесся общий вздох облегчения. Первый этап был завершен успешно. Жители Фейриленда привыкли к капризам океана и знали, действовать нужно немедленно. Неспокойное море затрудняло маневрирование, волны с силой били о борта маленьких лодок. В тот момент, когда вольер с медведями начали закреплять на большом судне, одна из сетей не выдержала напряжения и с треском лопнула. Медведица, почувствовав неустойчивость, запаниковала. Она начала рычать и бросаться на ограждение. Шторм, понимая опасность, схватила пистолет с транквилизатором. «Нам нужно успокоить ее, прежде чем она вырвется или поранится!» — крикнула она. Но стрелять не спешила, надеясь на лучшее. Ситуация усугубилась новой бедой. На большом судне забарахлил двигатель. Без полной мощности идти через шторм было самоубийством. Часы тикали, буря приближалась. Том и другие рыбаки на своих маленьких лодках совершили настоящий подвиг. Они своими суденышками удерживали тяжелый вольер на плаву, не давая ему перевернуться или уплыть, пока механики на большом корабле лихорадочно чинили мотор. Это была отчаянная борьба с природой и техникой. Казалось, прошла вечность, прежде чем двигатель взревел, и сеть была надежно закреплена заново. Конвой двинулся в путь. Том и его товарищи сопровождали большое судно, обеспечивая дополнительную страховку. К тому времени, когда они достигли заповедника, шторм начал стихать. Медведей осторожно выпустили в их новый дом, где они наконец-то были в полной безопасности. Внимание СМИ привлекло в Фейриленд поток туристов и пожертвований. Деревня, ранее известная лишь рыбой и льдом, стала символом сострадания. Деньги, поступавшие со всего света, позволили создать фонд для защиты местной природы. Но самый трогательный момент произошел, когда шум в прессе начал утихать.
Пожилой рыбак по имени Сэмюэль, который всю жизнь прожил здесь, однажды вечером тихо подошел к Шторм и Мэру. На его обветренном лице читалась глубокая ностальгия. «Несколько лет назад, — начал он дрожащим голосом, — я был на рыбалке далеко отсюда. Там я встретил одинокого молодого медведя, дрейфующего на льдине. Я разделил с ним свой улов. Наши взгляды встретились, и я почувствовал связь с этим зверем, прежде чем он уплыл». Глаза Сэмюэля наполнились слезами. «Та медведица, которую мы спасли, я узнал ее. Это она. Увидеть ее снова, да еще с медвежатами, и на этот раз помочь ей по-настоящему — это значит для меня больше, чем я могу выразить словами». Рассказ Сэмюэля стал эмоциональным центром этой истории, подчеркнув глубокие невидимые нити, связывающие человека и природу. Спасение стало не просто успехом деревни, а личным завершением истории для старого рыбака. Сейчас медведи процветают в заповеднике. Шторм регулярно получает фотографии и отчеты, которыми делится с жителями. Эта связь укрепила дух Фейриленда. Теперь по вечерам, когда солнце садится за спокойные воды, жители часто собираются на берегу, вспоминая тот день. Айсберг, который когда-то предвещал беду, превратился в легенду о единстве, стойкости и добре.